В данной лекции по моей системе спасения и гармоничного развития я показываю технологию структуризации сознания по системе спасения всех, когда вы на элементах работы сознания, по принципу, что каждый элемент присутствует в каждом, можете иметь доступ в систему внешнего управления, например, физической реальности, используя тот же принцип, что каждый элемент присутствует в каждом. То есть, если для элемента сознания это достаточно понятно, что мы можем сказать, что сознание, в принципе, как монолит, оно едино с точки зрения восприятия, с точки зрения вообще анализа, даже информационно, можно сказать, то элементы внешней реальности, стол, он независим там от стула, от дерева и так далее, тем не менее, элемент управления, который находится в сознании, мы должны перенести, чтобы управлять реальностью так же, как это делает Создатель. Создатель управляет всеми элементами одновременно, и поэтому его статус сознания, он может быть совершенно спокоен. Например, когда я также выступаю в этой технологии в плане там, создания вещества, просто я часто, находясь в покое, делаю материализацию. При этом я не имею там каких-то, например, специальных технологий в плане, предположим, того, что я должен, например, иметь какое-то специальное состояние. Достаточно часто войти в покой и в состоянии покоя увидеть, например, образ, просто его, например, вывести в проекционную физическую схему, на физическом пространстве образ получается. Это говорит о том, что состояние покоя может аккумулировать очень много других состояний и может рождать реальность такого порядка, что вы можете из одного импульса покоя создавать всю реальность. Следовательно, данной задачей является найти устойчивые, то есть спокойные с точки зрения восприятия элементы сознания, когда то, что вы делаете в сознании, спроецировалось в реальность. То есть, например, это лечение заболевания, может быть управление событиями какими-либо в сторону спасения всех в первую очередь. И затем это может быть, в принципе, частное управление тем, чем вы хотите. Да? Например, управление какими-то физическими процессами, молекулярными и так далее. Значит, в связи с тем, что для спасателя важно иметь прямой доступ к любой системе управления, поэтому каждый себе выбирает сначала индивидуальную задачу и ее ведет по данной технологии, о которой сейчас я в этой лекции расскажу. То есть в данной технологии важным будет являться практически ее реализовать на уровне информации и на уровне, например, том, чтобы физические процессы были управляемы с точки зрения данной техники. Хотя, конечно, имеет значение то, что было и до этой лекции, и плюс, например, то, что будет в следующих лекциях, но данная лекция, она фактически требует, необходимо, чтобы после данной лекции было больше практики, так скажем. А теперь перейдем уже на конкретно именно ту ситуацию, которая формирует среду управления через сознание. Значит, во-первых, так как я сказал, что сознание может восприниматься как система однотипного уровня, то формирование, например, в физической реальности того, что вы хотите в сознании, требует получения этого образа в восприятии. Так вот, технология получения образа, она такова, что, например, если вы хотите восстановить какой-то образ, то есть восстановить некую физическую систему или восстановить, предположим, информационную систему, не обязательно это физическая, предположим, вы на информации получаете, что возможно некая проблема или катастрофа, то тогда задачей будет являться сделать так, чтобы этого не было. А катастрофа при информационных ситуациях, она спускается до уровня физической реальности. Поэтому получается, что для сознания вся информация поступающая, она может быть внешней. Хотя сознание не дифференцирует в этой статике, что это, либо внутреннее состояние сознания, либо это внешняя информация. Например, можно просто мыслить, а можно видеть реальность. И вот здесь ситуация в том, чтобы развить управляющее сновидение, надо просто увидеть границу, где мышление переходит в реальность. Это в качестве самостоятельной работы. Я просто дал узловую точку входа в управляющее сновидение. И дал ее как самостоятельную работу. Значит, теперь
движемся дальше и получаем, что так как в сознании информационные элементы, они могут быть рождены либо внутри, либо может быть это отражение внешней реальности, то возникает вопрос, как рождаются образы, которые внутри сознания. Значит, образы, которые внутри сознания, создаются, естественно, душой, так как душа создает сознание в реальном его развитии, и одновременно создатель. Так вот, создатель, он создает реальность в том числе. То есть можно, например, выходить на прямой контакт с создателем, и, например, там есть вариант молитв, когда действительно происходит управление. Ваша задача делать так, как делает создатель, и делать самостоятельно в том числе. В связи с этим вам нужно знать технологию создания второго образа, который находится вне сознания. Так вот, создатель, когда создавал ваше сознание, все внешние элементы реальности, он находился в той точке, которая являлась единовременной для всех элементов реальности. Следовательно, первым элементом управления в данной области является найти точку, которая имеет одну и ту же временную координату, как для сознания, так и для внешнего элемента реальности. Эта технология, в принципе, очень простая. Задаетесь вопросом, чтобы внешний элемент реальности имел такую же координату времени, или буквально фиксируете, я там, например, посмотрел на часы, там 20 часов 11 минут. И я ввожу эту информацию по управляющему типу, там, предположим, там, в кинокамеру, чтобы она, там, например, не сломалась. Да? Или если с компьютером что-то там, некий вариант в виде проблемы, то, там, вирус, предположим, я ввожу просто, что в компьютер, что время такое же, как, например, в моем сознании, и по нормированию, просто по временному каналу, просто я ввожу элемент нормы, я получаю, то есть я представляю даже, что там должна быть норма, не должно быть вируса, в понятии просто слова вирус. Мне не обязательно даже его там видеть, если я не хочу терять время на ясновидение, например. То я ввожу просто слово. И тогда по временному каналу идет управление. Посмотрите в практике управления путь спасения, там, по-моему, во 2 томе очищение от вирусов, диагностика дискет и так далее. То есть работа с компьютерной техникой. Когда, например, вы этот элемент делаете, то временная координата по матричному типу просто-навсего становится такой же, какая она в вашем сознании. И понятие вроде бы условного элемента времени имеет управляющее значение. То есть это первый принцип управления путем назначения одинаковой временной координаты. И для лечения это может быть использовано так. Например, при заболевании щитовидной железы можно ввести временную координату, которую вы заранее, например, внесли в представляемый анатомический атлас с точки зрения нормальных связей в ту же щитовидную железу. Таким образом, вы можете организм разбить на приемлемые только для вас временные интервалы, каждую точку, каждый орган, и всего лишь навсего что делать? Брать и мысленно замыкать как бы реальное физическое тело или информационное тело реального человека с этим информационным образом по времени. И стабилизация будет происходить только по временной координате, при этом функция вашего сознания активирована. То есть сейчас я нашел выход по временной координате. А следующий выход, когда создатель создавал реальность, он создавал ее так, что каждое проявление, например, там, физического какого-то уровня реальности, там, пространства, оно происходило во времени взаимодействия, которое воспринимается каким-то объектом информации. Например, вы видите, что стол находится возле стула, диктофон возле видеокамеры и так далее. То есть вы это воспринимаете. То есть следующий выход — это через время восприятия и через восприятие пространства внешним объектом информации. Это вот так называемое косвенное, условное управление, но оно бывает эффективным, когда вы работаете с большими массивами информации. Например, тот же компьютер, но вышел из строя, там нужно поработать с информацией всего винчестера, а не одной дискеты. Тогда выходить по временной координате — это точный импульс, и может, например, нужно прилагать усилия. А работать надо желательно без усилий, таких вот напряженных как бы усилий. Надо работать просто за счет того, что логика мышления является управлением, без трансовых каких-либо состояний и так далее. И в связи с этим, когда вы работаете через реакцию объекта там, какого-либо уровня информации, например, возле компьютера находится, предположим, пульт, вы входите в
информации этого пульта и назначаете одинаковое время с точки зрения вас, вот что вы выбираете, либо назначаете по своим часам, либо просто находите время наиболее оптимальное для управления. Ставите две координаты времени в пульт и, например, в компьютер, тогда можно управлять очень большими массивами, ну, по типу того, что вот на горе стоит большой камень, достаточно маленького рычага, и камень покатился. Вот это такой принцип управления. Значит, назначение временной координаты с точки зрения того, как создатель создавал внешние элементы реальности. Когда мы перейдем на третий принцип, здесь я даю с очень высокой скоростью вот систему познания, там должно быть вот, проявлено внимание, когда вы входите в область высоких скоростей, так, специальное внимание, что обратный процесс, то есть когда создается реакция третьего объекта, как бы четвертого или десятого на какой-то элемент информации, то обратный процесс по принципу минимизации каждый объект, он все равно сходится в единую точку создателя. То есть задача очень, на самом деле, логически простая. Есть, например, 10 объектов, достаточно просмотреть историю 10 объектов, и мы сужаем до обобщенного источника и так далее. Если мы имеем несколько времен суток там, то в принципе мы можем сузить это до того, что существуют только сутки, например, и так далее. Таким образом, обратный процесс, он приводит по принципу следственных связей, но приводит опять к создателю. И вот здесь вам нужно самостоятельно научиться взаимодействовать с создателем в любой точке реальности. Вот по этому принципу, который сейчас я изложил. То есть вы смотрите на многие явления реальности и как бы, ну, реально по ним сознанием проходите наоборот, в сторону их создания, как они созданы, эти элементы реальности. Как, например, создан тот кусочек земли, где мы находимся. Не обязательно там вся земля. Как создана машина с точки зрения создателя, не с точки зрения там просто конструкции и так далее. То есть, когда вы имеете множество обратных связей, вы становитесь ближе к создателю. Например, с точки зрения логики ближе. А когда вы, например, это фиксируете технологически, что большее количество связей наоборот, в сторону сужения по качественному или по целевому признаку дает уже путь, конкретный путь, то вы получаете постоянный контакт с создателем через восприятие элементов, ну, каких-то реальностей. Ну, например, путь для того, чтобы спасти всех, нужно знать, как идут связи между всеми, например, с точки зрения их развития. А это можно сделать, если не учитывать там обязательно все связи, не просматривать, кто-то пошел куда-то, какая технология привела к тому или к другому, а достаточно сфокусироваться на обобщенном уровне того, что сверху, как иерархическая как бы настройка, контролирует все связи в целях спасения. Тогда сразу видно, что есть некая проблема. То есть это система управляющей диагностики, которая возникает от цели управления. Здесь надо задуматься внимательно. Я многие вещи не сказал в виде задачи, но уже как бы перешел на следующий даже материал, но сказал, что существует ясновидение и существует управление, достаточно только корректно поставленная цель с точки зрения даже идеологии. Например, спасение всех – это идеология, которая аккумулирует все элементы в некой обобщенной точке на уровне доступа. Значит, в данной лекции обратите внимание, что почти в окончании начинается сильная концентрация информации. Будьте повнимательнее и постарайтесь эту информацию использовать для того, чтобы, так скажем, активность образовательного процесса, она была направлена в сторону спасения через определенные, ну, практические вещи управления, либо профилактикой возможной глобальной катастрофы, то есть задача каждого не допустить, если кто-то видит на информации, он должен это предотвратить. То есть это практика на информационном уровне. И плюс практика на физическом уровне. Каждый практику на физическом уровне выбирает себе самостоятельно через цель спасения всех.